Всем привет! Анигейм 21 представляет. Все сразу подписывайтесь, ставьте лайки, нажмите на колокольчик, чтобы не пропустить следующее видео, и оставьте комментарии. Итак, мы начинаем. Прошлая глава закончилась поворотом. Агент CP0, сражавшийся с Дрейком, удерживал руки Луфи, не давая ему сразиться с Кайдо. Это привело к тому, что пират был раздавлен тяжестью атаки Кайдо. Мы видели, как это заставило Кайдо вспомнить свой бой с Одином. Выражение его лица стало болезненным, и я думаю, это потому, что он видел в Луфи равного противника. Кайдо не хотел обманывать свой путь к победе, и этот инцидент мог заставить его передумать. Это также могло привести к тому, что Кайдо потерял рассудок, потому что ему снова было отказано в возможности сразиться с достойным противником. У агента CP0 будет много неприятностей, потому что, несмотря на то, что его организация приказала ему убить Луфи, он не может избежать гнева Кайдо. Переходим к 1044 главе манги One Piece. Она называется «Воин освобождения». На обложке показано, как Овен и его братья и сестры готовятся исследовать Ниджи и Енджи. В первой странице показано, как Зуниша все еще идет и его стреляют из пушек, морской дозор. А Луфи говорит, что почему он все еще может стоять, а пульс становится все громче. Он ничего не понимает и говорит, что он проиграл. Но ему становится очень весело и начинает ржать. Момо почувствовал эту надвигающуюся бурю. Момо говорит Луфи: «А Ямато Джой-бой». И еще спрашивает, что Зунеша это сказал. Правая башня, район красных фонарей. Санджи просыпается, а девушка, которая приглядывала за ним, спрашивает, что вы очнулись, господин. Он почувствовал, что Луфи выжил. Сцена. Кит, Ло, Хьёгора-сан все почувствовали зверя, который начинает просыпаться. И Феникс Марко тоже почувствовал идущую силу на вершине. Он говорит девушкам, что Луфи жив. Они очень рады. Святая земля Мариджоа. Зал власти, замок Пангея. Горосей говорят, что они принесли в жертву одного из агентов и разозлили Кайдо. И рассуждают, правильно ли расставили приоритеты. Горосей с дредами говорит, что такое развитие событий лучше, чем альтернативное. Было крайне важно устранить столь досадную проблему. Лысый Горосей говорит, что независимо от эпохи, правительство всегда терпело неудачу в попытке завладеть фруктом Гому-Гому. За 800 лет ни разу не получилось. Горосей с длинной бородой говорит, что фрукт сбегает по собственному желанию. Они говорят, что у всех типов Заан есть своя воля, а конкретно этот носит имя Бога. Этот фрукт, конкретно Гому-Гому, на самом деле мифический Заан Хита-Хита, модель Ника. Говорят, что он заставляет людей улыбаться, куда бы он ни пошел, и является воином освобождения, известного как бог солнца Ника. Пробуждение дает еще много свободы, усиливая способности резинового тела. Самая нелепая сила в мире. Второй этаж – сокровищница. Коротышка Орочи хочет сбежать, обвиняя во всем Кайдо. Хиёри отчитывает коротышку Орочи, и говоря, что ее отец верил в коротышку Орочи, и говорит, что ее отец сдержал свое обещание. 5 лет танцевал, потому что верил, что Орочи и Кайдо выполнят свой договор освободить страну Вана. Аден был человеком слова. Он ждал того же от него, когда он согласился отпустить его вассалов, если он выдержит 1 час в кипящем масле. Он улыбался, несмотря ни на что. Он страдал, взвалив на свои плечи судьбу целой страны, которую они взяли в заложники. Начались флешбеки с Хиёри и Одином. Ему ничего не волнует, потому что у него есть семья. Флешбэк с Хиёри о том, что она всегда будет рядом. Орочи начинает обманывать, чтобы выбраться. Хиёри, злясь, кричит: «Закрой рот, меня зовут Казуки Хиёри». Орочи ошарашен. Хиёри говорит, что Орочи хреновый сегун. Коротышка Орочи говорит, что не стоит мстить, и у нее нет шансов против Кайдо. Появляется Казинбоу. Орочи думает, что Казинбоу это Канджура, и пытается убить Хиёри с помощью Казинбоу. Казёбу начинает атаку, но не в Хиёри, а в эту коротышку Орочи. Хиёри говорит, рассвет непременно наступит.
Месть Хиёри почти свершилась, коротышка горит и придавлен. Луфи пробудился, и его фрукт тоже, ему все весело. Это его сильнейшая форма, 5-й гир. На вершине Онигашимы развергаются молнии, это королевская воля Луфи. Хьёгара не понимает, что происходит. Люди Кайдо начинают падать без сознания, еще помимо этого у них идет пена из рта. Кайдо говорит ей: парни. Он типа не понимает, как его люди начали падать, чьих сил это. Он начал подозревать, но уже очень поздно. Крыша Онигашимы опять ломается, из него идет королевская воля. Люди полностью сбиты с толку этой королевской волей. Из крыши появляется очень большая рука и хватает Кайдо полностью. Все понимают, что это Луфи, даже Локид и Чоппер. Луфи смеется и начинает тянуть его вверх. Люди Кайдо волнуются за капитана, а Кайдо полностью сбит с толку. Луфи резко стал таким массивным и смеется. Луфи начал крутить своего противника. Луфи полностью преобразился, он очень массивен. Он начал швырять Кайдо в землю, как Халк швырял Локи в фильме. Кайдо ничего не может сделать, ему очень больно. А Луфи смеется, не останавливаясь, ему очень смешно. Кайдо в нокдауне пару секунд. Он говорит, что Мугивара жив, и благодарит его. И сразу начинает атаковать жарким дыханием. Луфи смеется даже лежа на спине, когда на него идет эта струя огня. Луфи, увидев надвигающийся огонь, очень удивляется, как в мультике. Луфи трогает землю, чтобы защититься им. Он сделал землю резиной и как шит-батут растянул его вверх. А так Кайдо не пробил его. Луфи резко становится опять массивным. Он обратно отправляет атаку в Кайдо. Луфи смеется, демонстрировав силу 5-го гира. Кайдо извиняется за то, что помешали их битве. А Луфи говорит: не парься, а теперь давай покончим с этим. Что ж, на этом глава заканчивается. Мы видим, что Кайде конец. Изменения очень большие, теперь он переходит совсем другой уровень. Теперь его враги тоже будут только самыми сильными. А продолжение мы увидим в следующей главе. Подписывайтесь, ставьте лайки, нажмите на колокольчик, чтобы не пропустить следующее видео, и оставьте комментарии. Всем пока!